Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы очень рады снова видеть у экранов ютуба, компьютеров, на смартфонах и на всех электронных носителях, через которые вы пользуетесь нашим каналом. Мы очень радуемся каждой новой встрече и всегда к этой встрече несем для вас позитивное, прекрасное, солнечное настроение, созидательную энергию для того, чтобы вы получили эту информацию и воспользовались во благо своей жизни, улучшения своей жизни, во благо улучшения своего здоровья. И у нас сегодня очередной агрогороскоп. Давайте рассмотрим все вопросы нашего сегодняшнего выпуска. Ну вот он, у нас агрогороскоп на первом месте с 10 по 14 февраля 2022 года, время московское. Давайте рассмотрим подробно все, что мы можем сделать в эти дни. 2 дня, четверг и пятница, это время нахождения растущей Луны в знаке Близнецы. Практически они ничем не отличаются, кроме того, что можно просто 10-го здесь чистой энергии, а 11-го Луна без курса с 11 часов 25 минут до конца суток. Поэтому лучше всего вот посевы подзимних цветов, а также семена цветов на рассаду, если вы не посеяли еще 7 февраля, в прекрасное время продуктивного тельца, можете посеять, а также можете посеять семена клубники. И также выносить картофель на яровизацию. Здесь вы только до 11 часов тоже вы можете выносить картофель на яровизацию. И все. С рассадой ничего не делаем, ни 10, ни 11. Пикировка отменяется. В следующий день сделаем период. Для цветов тоже актуально вот посев цветов на рассаду, и для комнатных, и для цветов, которые мы собираемся летом же высаживать, то есть рассадные. 11 будет актуально заниматься защитой от вредителей и болезней. Сейчас их очень много развелось, профилактически кто не проводил обработки, сейчас придется их основательно проводить. В знаке Близнецы не проводим никаких поливов, подкормки тоже нельзя проводить. В саду выкорчевка пней и, пожалуйста, кормите птиц. Они настолько уже устали от этой зимы. И если не будем кормить, они просто уже обессиленные, сидят в кормушке, клюют и отдыхают. Кормите их, пожалуйста. Очень прошу вас. Это в саду вот самая главная работа наша. Зеленые операции в знаке стихии воздуха очень хорошо проводить. Заготовки возвращаем по вашей просьбе эту рубрику. Да, в Близнецах хорошо делать, но квашением капусты не занимаемся. Настойки очень хорошие, качественные получаются. На рыбалку не рекомендуется идти, потому что рыба в это время на растущей Луне не ловится. Ну а теперь 2 дня тоже чистая энергия, стихия воды, 12 в субботу и воскресенье 13. Луна в знаке Рак. Очень хорошее время. Здесь, правда, с 4 часов только будет хорошее время, но лучше, я всегда вам говорю, световой день используйте для посевов. Что можно в этом продуктивном знаке при растущей Луне сделать? Итак, 12-13 можно сеять семена цветов на рассаду. Вот здесь уже влажная почва. Если кто-то поливает, замачивайте таблеточки, не надо поливать, но снова же выбирайте сами, к чему вы привыкли. Сеем семена на рассаду томатов, баклажанов, перца, огурцов, капусты, зеленых культур. Короче, все вершки, все, что вы запланировали и то, что вам нужно делать, сейте все эти 2 дня. Очень хорошие для этой работы. И вот пришло время для работы с рассадой. Все, что нужно делать, пикировка, перевалка, пересадка, все это можно делать вот 12 и 13. Прекрасно все получится. И выходное, видите, как совпадает. И время хороших дел, агроприемов, очень полезных для растений. Для цветов и комнатных, и тех, которые у нас в рассаде сейчас находятся, можно пересадкой заниматься, перевалкой, посадкой, перевалкой, видите, и те цветы, пикировкой, поливы, подкормки. Это все для всех наших цветов, которые на зиму вместе поселяются в наших квартирах, домах, на кухнях. Для них сейчас одинаковая забота. Поливы прекрасно, знак стихии вода. Далее
Подкормки тоже очень хороши, но не увлекайтесь, напоминаю, еще очень слабый фотосинтез. Ну вот мы выносим в теплицу и вот смотрим, результат очень хороший. В солнечные дни результат прекрасный. Ну а если в комнате, то не увлекайтесь, потому что у вас вытянутся растения. В саду можно по-прежнему заниматься кормлением птиц, а вот для того, чтобы вырастить землянику на рассаду, тоже можно использовать вот эти хорошие дни в доме, посейте семена земляники на рассаду. Это потом посадка будет в саду. Ну вот и такой период очень интересный далее у нас, когда все нет, нет, нет. Что значит нет, нет? Нет зеленой операции в знаке стихии воды, заготовки испортятся, квашение будет некачественным, настойки лучше не делать, тоже некачественные, на рыбалку не ходим. Остается у нас один день, понедельник, это день переходной, когда Луна перейдет из знака Рак в знак Лев. Но здесь столько космических различных событий. Луна без курса с 13 часов 28 минут до 14 часов 17 минут. А уже с 19 часов 58 минут сожженный путь полнолуния начинается. Поэтому здесь остается только вот этот короткий период с 14 до 19 часов. Но что можно во льве сделать? А во льве можно использовать для посева семян горького перца на рассаду. Вот во льве получается такое растение более крепкое и более крепкий вот этот горький перчик, который высаживаем. Причем разные сорта, все это можно высевать с 14 до 19. Работать с рассадой можно еще, используя энергии знака Рак, только до 12 часов. Пикировка тоже до 12 часов дня, с утра и до 12 часов дня. Для цветов посадка, перевалка и все работы с рассадой до 12 часов дня. Поливы только до 12 часов дня, а вот уже подкормку в этот день лучше не делать. Здесь накладываются энергии огненного знака Лев, и для корней это может быть очень даже неприятно, могут быть ожоги. В саду, пожалуйста, кормление птиц. День тоже идет наложение двух энергий, поэтому ничего не делаем, кроме кормления птиц. Зеленые операции не проводим. Заготовки начинаем делать только после 19 часов, когда полностью энергии стихии огня уже займут свое место и будут работать в основном на все 100%. Но по-прежнему квашение мы не проводим, а квашением капусты у нас занимаются, настойки тоже не делаем, и рыбалка пока отменяется. Луна для дома, для здоровья с 10 по 14 февраля 2022 года. Время московское. Смотрите, пожалуйста, как интересно вот эти дни у нас выглядят. Много красного цвета на выходные. Но давайте рассмотрим более подробно. Четверг и пятница – это знак стихии воздуха, это близнецы. Печка будет гореть хорошо. В тесто нужно будет чуть-чуть больше жидкости. Будет очень сухое тесто, если обычный рецепт использовать. Рукоделием не занимаемся. Вот здесь очень хорошее время, обратите внимание, можно будет постричься, потому что далее в знаке Рак уже нельзя будет это делать, и аж только будет у нас 14 вечером такая возможность. Поэтому стрижку волос проводим 10-11, стрижку ногтей тоже, покраска. Пожалуйста, используйте органику. Сейчас столько новых вот этих красок, очень хороших. Берегите свои волосы. Энергии сейчас очень сильные, поэтому не тратьте дорогостоящие вот эти свои покупки на то, чтобы убивать ваши живые волосы. Мытье волос тоже очень хорошо. Очистка кожи у нас на растущей луне не проводится, поэтому мы пропускаем эти дни для очистки кожи, для манипуляций. Ремонт очень хорошо в знаке Близнецы. Проветривание вещей в случае, если хорошая погода, ветер, солнце, используем для проветривания вещей. Обратите внимание, в знаке Близнецы здесь сейчас очень энергии такие сильные растущей луны. Вот я заметила, пятна остаются. Даже пятна выводите, качество не очень хорошее у стирки. Поэтому можно стирать, если нету сильных пятен, чтобы свежее было. Если же есть возможность на выходные перенести стирку, перенесите на выходные. Уборка только текущая.
Зато смотрите в субботу-воскресенье, на что нужно обратить внимание. Кстати, в понедельник тоже обратите внимание, будет основная энергия, это знака стихии воды, рак, поэтому возможен дым. Мы уже сами внимательно смотрим за этим делом, в камин растапливаем только в дни воздуха и огня. А так пропускаем. Часто идут дожди и какие-то погоды такие меняются, поэтому тем более если знак стихии воды или земли, то дым возвращается в помещение. Будьте внимательны 12, 13 и 14. Тесто. Тесто в знаке стихии воды ведет. Это ваша подсказка. У нас называют это плывет, оно как бы жидкое, даже если высокое качество муки, вот в это время, благодаря стихии воды, вот такое качество теста, поэтому лучше или меньше воды, или больше муки. Вот момент, когда рукоделием не занимаемся, и вот здоровье, пожалуйста, будьте внимательны, для здоровья эти дни очень важны. В знаке рак не стрижем волосы, не стрижем ногти. Покраска волос бесполезна, все равно краска не возьмется. Мыть волосы только перхоти наберемся. Очистка кожи тоже не проводится. Ремонт не проводим и не проветриваем вещи, даже при хорошей погоде. Очень много влаги набирается и запахов неприятных. Зато вот эти выходные можно будет посвятить стирке вот в знаке рак. Лучше, конечно, убывающая луна, но в данном случае у нас растущая луна. Очень хорошо получается, качественно стираются вещи. И можно проводить генеральную уборку. В выходные есть как раз шанс вот этим заняться. И остается у нас один день, это понедельник, 14 февраля, когда луна перейдет из знака рак в лев. Переход будет в 14 часов. Может быть наложение энергии, дым еще будет. Тесто тоже может вести, аж только поздно вечером можно уже качественное тесто получить. Рукоделие, вот как раз начинается накладка энергии стихии огня. Лев – это очень хорошее время для того, чтобы творить, созидать. Можно использовать это время. После 16 часов, вот когда можно стричь волосы. После 16 часов стричь ногти, красить волосы, но органику используйте. А также мыть волосы уже после 16 часов. Очень красивые, пушистые получаются волосы. Кстати, и прически в это время красивые, получаются такие высокие. Волосы не жирнеют, так как это было вот до этого времени. Используйте это для того, чтобы у вас были качественные, красивые волосы. Очистку кожи по-прежнему не проводим, это растущая луна. Ремонт, еще наложение энергии идет. Здесь основная энергия почти весь день, энергия стихии воды, поэтому ремонт не проводим, проветривать вещи тоже нет смысла. Стирку лучше вообще не проводить. Здесь и энергии воды смешались с энергией огня, и вот это качество будет не очень хорошее. Энергии будут просто-напросто накладываться друг на дружку. Поэтому пропустите стирку, тем более можно было вот это сделать в выходные. И уборка текущая, небольшие там порядки наводим, для того, чтобы не собирать вот эту всю грязь и беспорядки на генеральную уборку. Потихонечку все убираем. Вот так, смотрите, скрин делаем. И идем дальше. Луна для здоровья. Мы даем общие какие-то направления и то, чем мы пользуемся, подсказки, которыми мы пользуемся. Ну а если вам нужны какие-то плановые операции, обращайтесь к астрологам. Они с помощью натальной вашей карты скажут вам, подскажут, когда и что лучше для вас делать. Ну а мы вернемся сейчас к Луне для здоровья, к этой рубрике, и рассмотрим 10 и 11 февраля, когда Луна будет в знаке Близнецы. Нельзя в это время проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, на бронхах, трахее и языке. Наблюдаются обострения в это время различных заболеваний ОРВИ, астма, ларингиты, пневмония, плевриты, щитовидная и вилочковая железа. Будьте внимательны, не допускайте переохлаждения, потому что в это время
очень быстро можно подхватить любую простуду, и инфекция может уже все-таки это февраль месяц, организмы ослаблены. Будьте внимательны, поменьше на улице находитесь. И я имею в виду где-то в массовых, где есть массовое скопление людей, но можно очень хорошо улучшить свое состояние, здоровье, побывав в саду, но снова же ноги должны быть в тепле, одеты должны быть тепло и недолго находиться на воздухе свежем. Но воздух – это жизнь. При убывающей луне в это время возможны операции на глазах, плановые ортопедические операции. Но на растущей луне астрологи не рекомендуют проводить эти операции. Снова же обращайтесь к астрологам. Они вам подскажут, что и когда вам лучше делать. Напомню, что в дне нахождения Луны в знаке Близнецы уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная нервная и дыхательная системы. Напоминаем также, что в это время очень часто бывает аллергия на лекарства. Рекомендуется в это время прием пищи небольшими порциями, но часто. Используйте для приготовления продукты с большим содержанием фосфора и кальция. Это в первую очередь все бобовые, соя, бобы, фасоль, зеленый горошек, а также различные орехи и кунжут, плюс к этому миндаль. Все это сейчас очень полезно. Пеките с маком булочки, тоже очень хорошо. Используйте гранаты, цветную капусту для того, чтобы улучшить ваше питание. Кто ест сельдерей, пожалуйста, у кого снова же аллергии нет, сельдерей, из него готовьте различные такие салатики, каши всех видов подходят. Добавляйте к пище авокадо, ну и прекрасно в это время идут рыба, рыбопродукты, из них различные блюда. Можно готовить, если вы принимаете в пищу мясо, мясо курицы, индейки, куропатки, но не жирное. Следующий период очень важный – это суббота-воскресенье, и половина суток – это понедельник, 14 февраля. Итак, 12, 13 и 14 февраля нужно обратить внимание на такие важные подсказки. В это время растущая луна будет в знаке Рак. А когда луна в знаке Рак, нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и всех внутренних репродуктивных органах. Обратите внимание, обостряются в это время астма, трахеит, пневмонии, гастриты, язва желудка, диабет и мучает изжога. Не допускайте снова же переохлаждения, а также не проводите голодание. На растущей луне, в данном случае у нас 12, 13 и 14 половина дня, можно проводить различные процедуры лечения артритов, артрозов, радикулитов, суставов, желчного пузыря, межпозвонковых грыж, зубов, костей, а также эффективно в это время заживление переломов. А теперь напомним, что у нас уязвимо в дни нахождения Луны в знаке Рак. Это грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная, пищеварительная системы. Мы уже вам сказали и сделали акценты, я не боюсь повторять этого для того, чтобы предупредить вас заранее. Поэтому берегите себя, берегите от переохлаждений, потому что в это время обостряются астмы, различные простуды быстро подхватываются, ларингиты, пневмонии, заболевания щитовидной, вилочковой желез и ревматизм. Но в это время в знаке Рак нельзя переедать. Вот это очень сложная такая штука, когда очень хочется есть, много ешь, поэтому, пожалуйста, не переедайте. Лучше, меньше, да лучше. И не допускайте агрессию и перепады настроения. Сейчас очень важно находиться в гармонии в мире с собой.
Не употребляйте в это время молочные продукты, а также сырые овощи, холодную еду, холодные напитки. Что касается холодной еды, холодных напитков, постарайтесь их вообще исключать. Это новая эпоха, и нашему организму требуются теплые, слегка горячеватые еда и напитки. Вот это очень будет хорошо. Для питания, конечно же, легкая пища. Салаты из отварных овощей используем, овощные супы, ржаной хлеб используем, морепродукты готовим, речную рыбу, морскую рыбу тоже, морскую капусту, картофель, топинамбур, кто любит его, использует, а также из моркови, из свеклы делаем различные салаты, очень вкусные. Используем также очень полезные продукты, такие как миндаль, фисташки, кокосовые орехи в это время. И все экзотические фрукты, которые вам доступны. 14 февраля – это очень особый день, на который нужно обратить внимание. Итак, у нас до 14 часов практически будут еще работать энергии рака, но уже будут накладываться энергии стихии огня, огненного льва. И поэтому нужно быть очень внимательным. Здесь и могут быть проявляться заболевания, которые присущи периоду знака рак, а также, вот мы только что об этом говорили, а также то, что присуще знаку лев. Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание, в знаке лев, то есть 14-го, не планируйте никакие кардиологические операции. Лев – это сердце. Обостряются сердечно-сосудистые заболевания в это время, болезни сердца и суставов. Возможны в этот день уже приступы аритмии, стенобрадикардии, тромбоэмболии в мышцах, инфаркты. В это время возможны приступы аритмии, стенобрадикардии, тромбоэмболии в мышцах сердца, а также инфаркты. Зато в это время можно использовать посещение офтальмолога, а также лечить инсульты и тромбоэмболии, гипертонии, а также мигрени. Напомню, что в дни нахождения Луны в знаке Лев уязвимы сердце, аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник, сердечно-сосудистая система. Поэтому в это время в рационе должны быть протеины, витамины D и С. Используйте натуральные соки и травяные чаи. А также готовьте различные блюда из морепродуктов, из различной рыбы. Очень хорош в это время готовьте из нее картофель печеный. Вот печеный картофель просто супер полезный в это время. Яблоки есть в достаточном количестве, есть у кого-то поздние сорта груш, хурма, хороши цитрусовые, ананасы, авокадо, фасоль, горох, маслины, чеснок. Но чеснок на ночь, пожалуйста, не употребляйте, сон у вас будет отключен. Хороши грецкие орехи, семена подсолнечника, различная зелень, зеленый чай, морковь. Из различных круп, а именно из пшена, овсянки, гречки, риса, можно готовить и супы, и каши, все, что вам нравится. Вот и подошел к завершению сегодняшний выпуск. Мы рады быть полезными для вас. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оцените наш труд своими комментариями. А также делитесь этим видео со своими друзьями, близкими, с теми, кто вам дорог и кому вы желаете добра и благополучия. Пусть у них тоже будет все замечательно, великолепно, все должно быть хорошо у всех. Ну а сегодняшний выпуск, как всегда, подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами на позитивной, прекрасной ноте. Предупрежден, вооружен, мы с вами прекрасно справляемся с этими энергиями различными и плывем по энергиям, по волнам этих космических энергий легко и просто, не напрягаясь и не воюя, а просто в гармонии находимся с собой лично, а также с миром, который нас окружает. Прощаемся всего лишь навсего до завтрашнего утра. Будьте все здоровы!
Крепкого-крепкого здоровья всем вам. Желаем мы искренне и от всего сердца. Всего самого доброго. Пока-пока.